Слава, у меня очень много жизненных проблем, болею шизофренией, проблемы с финансами, со здоровьем, куча комплексов и неуверенности на каждом шагу, сомнения, как поступить, потеря внутренних ориентиров. Подскажи, где ключевая точка приложения усилий, чтобы начать менять жизнь? С чего главного нужно начать, чтобы улучшать свою жизнь? С контакта со своими переживаниями. Это главное, с чего нужно начать улучшать свою жизнь. Всем людям, не только тебе. Не только там при шизофрении, отсутствии денег, что там еще было написано. Здоровье, комплексы, неуверенности и прочее. У всех проблем человека психологических, с моей точки зрения, один корень. Это разрыв контакта со своими переживаниями. То есть отказ чувствовать ощущения, чувства, эмоции внутри своего физического носителя. Поэтому это основное, чем надо заниматься каждый божий день. И учитывая весь тот букет, который ты написал, да, вот ты сказал, ты прошел тренинг по стрессу. Тренинг по стрессу очень классная штука для того, чтобы понять мой метод, чтобы понять азы, и чтобы взять и как бы основные вещи там по эмоциям научиться делать. Но если мы берем весь букет, да, то, естественно, никакой тренинг по стрессу тебе не поможет. Почему? Потому что у тебя не стресс. У тебя не стресс. Есть русское слово, которое обозначает, что у тебя, я извиняюсь, что я так откровенно, но в принципе как бы ситуация не такая, чтобы там что-то как-то где-то что-то вилять, да? То есть я исхожу из того, что коль ты ко мне пришел и спрашиваешь ответ, я тебе могу как бы честно ответить. Так вот я тебе честно отвечаю. Ситуация тяжелая, да? Поэтому припарками, горчишниками, не знаю, пришепетываниями, заговорами, то в ней уже не поможешь. По сути, твой выбор очень простой. Ты очень далеко убежал от самого себя, от жизни, от контакта, не от боли прежде всего. Я не знаю, в силу чего там, может, тебе досталось реально, может, ты лентяй такой. Это уже вторично. Прикол в том, что ты убежал от своих переживаний, от реальности. А отпечаток твоей реальности – это ощущение твоего тела. Вот ты их не чувствуешь, понимаешь? Ты в отрыве там где-то летаешь. Из-за этого в теле нету силы, у тебя нет энергии, тебя сжирают эмоции, ты не знаешь, как с ними быть, в твоем теле копится напряжение, вливается в психосоматику. Та же шизофрения, да, то есть, ну там, не знаю, разные голоса, расщепление я и все такое. Что такое расщепление, да? Это я, который не хочу чувствовать боли, и тот я, который болит. Ну вот, по большому счету, что происходит. Значит, ну, надо склеивать обратно тело в целое. Оно разорвано напряжениями. Оно разорвано напряжениями. Вот как поле боя, если представить, эту часть контролирует одна сторона, эту часть другая сторона. Там, тут такое войско, тут сякое войско, тут бандиты какие-нибудь, там батька Махно бегает, да? Тут еще что-нибудь. Но нету целостности. Исцеление от слова целостность. Поэтому первое действие, которое тебе надо делать, это собирать в единое целое свое тело. И технологии, которые будут в стрессе, тебе не хватит. Они хороши, чтобы ты понял, о чем идет речь. Но тебе нужно пожестче. Если честно, исходя из того, что ты написал, тебе нужен самый жесткий вариант. Тогда это голод, холод, дыхание и гвоздики. Вот тебе 4 учителя. И плюс осознанность, конечно. Плюс осознанность. А осознанность ты можешь взять у меня на мастер-группе. Вот голод, холод, дыхание и гвоздики тебе придется самому. Ну, на мастер-группе будет еще дыхание. Дыхание я тебе могу дать. Осознанность тоже могу дать. А голод, холод и гвоздики это самостоятельно придется. Если ты за все это возьмешься, ну так прям по-серьезки, то где-то за полгода, наверное, в твоей ситуации, обычно за 8 недель, да, то есть мастер-группа рассчитана на 8 недель, но в твоей ситуации где-то за полгода ты можешь развернуть ситуацию. Развернуть не означает, что ты воспаришь исцеленный. Развернуть означает, что у тебя встанут основные процессы и дадут первые всходы. То есть дальше надо будет просто поддерживать. Ты будешь знать все, что надо делать. У тебя будут все инструменты, целевой образ, все практики, зарядки, чего как делать, в какой момент. Вот это все будет.
Вот, надо будет только ежедневно себя погружать вот во все вот это вот. Ну и тогда оно начнет просыпаться. Оно может очень сильно просыпаться. Ты можешь взять там мое видео, там, не знаю, 5 лет назад и сейчас, и ты увидишь, что живости у меня сильно добавилось. Реально очень сильно. То есть тот процесс, который как бы я с собой сделал, это не то, что там поменять мысли, эмоции, какие-нибудь умности высосать из пальца. Или что-то в этом роде. Речь реально идет о живом потоке. О живом потоке, то есть больше энергии, больше силы, быстрее реакции, лучше ощущения, ярче склейка с окружающим пространством и все такое. То есть все процессы как бы по всем сферам жизни начинают просыпаться прям, да, открываться, инициироваться, там, активироваться. Но это требует работы большой.